Надо только понять, можно ли тут снимать вообще. На этой карте мы видим 13 провинций Китая, в которых распространен чай, а также Тайвань. То есть здесь указана как бы граница распространения чайного растения по всему Китаю. Уже в династию Тан было довольно много чайных садов, и появились первые предметы для заваривания чая, причем довольно-таки утонченные, то есть и глазурированная керамика, и чайники, и уже была довольно сильно распространена чайная культура. В древности чай был лекарством, именно об этом рассказывает этот стенд, и говорится о том, как трансформировалась чайная культура и развивалась, то есть по мере распространения чая с юга, то есть из Юнани, Сычуани на север, чай приобретал более культурную окраску, то есть постепенно появлялись первые предметы для заваривания чая, появлялась традиция использовать чай не только как лекарство, но и как уже часть так, некого чайного ритуала. Ну и, конечно же, ни один музей чая не может обойтись без Лу Юя, автора чайного канона. В период династии Цин постепенно развивалась чайная торговля с западными странами, с Европой. Например, видно такие интересные уже экспортные варианты фарфора, которые в самом Китае не использовались. Вот. Здесь расположена карта, собственно, чайного пути уже корабельного в Европу и описаны торговые отношения стран. На этом стенде видна трансформация предметов для заваривания во время династии Сун. Здесь в том числе знаменитый заячий ворс и интересный такой вот роллер для чая, который для того, чтобы перемалывать чай. Вот, то есть, как известно, тема вообще перемолотого чая пришла в Японию. Сейчас она там до сих пор сохранилась, а в Китае уже утрачена. А здесь мы видим очень интересные образцы оберточной бумаги, то есть упаковки от чая в период Китайской Республики 1912 по 1949 год, то есть докоммунистический период. А это интересная интеграция западной и восточной культуры. А это машинка для известного процесса жоунен, то есть это скручивание чая после первичной обжарки. Вот. А сейчас современные используются уже механические станки, но вот еще в начале 20 века использовали вот такие. Эта машина прежде всего используется в процессе производства лунов, особенно вышанских и гуандунских. На этом стенде классическая такая комната ти-тестера. То есть видны чашки для тестирования чая и описаны процедуры, которые делает чайный мастер, чтобы определить наиболее качественный чай. А в этом зале можно видеть экспозицию всех разновидностей и самых известных сортов китайского чая. Здесь видна такая вот шкала, собственно, распространения экспорта китайского чая. Видно, что подавляющее большинство занимает именно зеленый чай. Мы видим способы выращивания, ботанические особенности чайных кустов. Производство улунов очень сложный технологический процесс. Это мы уже, в принципе, снимали в наших видео по поводу производства дэфэпао. А здесь видны маленькие такие вот модельки практически всех машин для производства и обработки чая. Здесь, например, вот виден машинка для прожарки и фиксации, такой способ производства тигуанин. Здесь видна машинка для жоунен, скручивания, соответственно, сминания. Здесь для сушки, здесь для ферментации и так далее. То есть все разновидности станков для производства чая. Сотрудники музея постарались на славу и сделали в том числе такое интерактивное меню по завариванию чая. То есть можно выбрать способ заваривания, то есть в чем заварить, например, то есть в стакане, в чайнике или в гайване. И, соответственно, какой чай. И здесь, соответственно, на экране отображается, как это происходит. Ну и расположено это все в зале, который посвящен как раз разновидностям и способам заваривания чая.
На этом стенде отображено развитие чайной индустрии со времен основания КНР. Здесь видно, что насколько он находился в стагнации в период становления республики и особенно культурной революции, как потом все начало изменяться в период реформ Дэн Сяопина, потом, значит, в 90-е годы плавный рост, а вот сейчас уже очень, можно сказать, бурный рост, то есть наконец 2011 года видно насколько сильные изменения по сравнению с 90-ми. А здесь представлена традиционная тибетская чайная комната, и в том числе не только обстановка, но и традиционный тибетский чайник для заваривания. Видно там вот как раз панорама Лхасы. Вообще этот зал посвящен сервировкам чайных комнат в разных провинциях Китая. Пожалуй, наиболее приближенным к западному чаепитию это чаепитие в провинции Аньхуй. То есть там, в общем-то, обычный чайник, чай бывает заварится прямо там и уже потом разливается по большим таким пиалам. Малый народ достигается и другие вот заваривают чай на костре. То есть очаг в предбаннике дома, на очаге ставишь чайник и в нем кипятится вода для чая. И также чай еще прожаривается, как мы, кстати, это уже видели в нашем видео из Юнани. А это, собственно, закуток чайный, где когда приходят гости, соответственно, здесь можно выбрать чай и уже впоследствии пойти в чайную комнату и им угоститься. Зал, где представлена наиболее интересная чайная посуда, как и чайные наборы этнических национальных меньшинств Китая, то есть, например, вот мусульманские, так и разные редкие виды чайников. Вот, и, кстати, например, первый китайский самовар. Наиболее оригинальные предметы, использованные при заваривании чая и для пресервировки чая, то есть, например, такие чайные подносы, дерево инкрустированное перламутром, из зеленого нефрита подносик, в том числе такие интересные гайвани из синего стекла, нефритовый чайник династии Цин, расписанный поэмами. Вот. Маленький такой походный дорожный наборчик чая, прототип современных дорожных наборов, то есть там маленький чайничек, маленькие такие чашечки, то есть все так аккуратненько сложено, завернуто в мешочки. В Исинском музее керамики мы уже видели чайник из США с инкрустацией из нефрита. И здесь тоже подобный чайник, сделанный в период династии Цин, причем другой формы и тоже очень похожее повторение инкрустации и ручки, и носика, и крышечки чая с индианским нефритом. Фарфор ручной росписи периода династии Цин.